Привет, друзья! Меня зовут Ленка. Утро 24 февраля 2022 года навсегда изменило мою жизнь. Это утро так или иначе изменило жизни всей России. Понимаете вы это или нет? Мне пришлось удалить и переснять прошлый ролик, потому что Роскомнадзор приписал удалить все публикации, где все происходящее сейчас называется прямо, тем словом, которым оно действительно называется. Не знаю, какие национальные интересы Россия сейчас пытается отстоять. Вот действительно, напишите, какие плюсы и выгоды могут быть у России от всего происходящего. Но хочу рассказать о том, чего мы уже добились и что нас ждет в ближайшем обозримом будущем. Рубль в тот же день, 24 февраля, рухнул. Россияне кинулись массово скупать валюту. Банкоматы опустели, и к ним стали выстраиваться очереди, как в постоянно вспоминаемые с ужасом 90-е. Акции наших компаний рухнули на 50% и более. И чтобы хоть как-то остановить этот стремительный рывок вниз, торги останавливались несколько раз. Сколько денег потеряла российская экономика, вообразить сложно. Bloomberg сообщает о потерях приблизительно в 39 миллиардов долларов. Только за первый день. Это вдобавок к тому падению, что было в день признания независимости ЛДНР. Хотя для большинства россиян какие-то там акции – это темный лес. Кто там держит эти акции? Мажоры какие-то, буржуи. Давайте о чем-то более приземленном. Хотя, как вы думаете, за чей счет бизнесмены будут компенсировать свои потери? Сеть магазинов электроники ДНС за один день подняла розничные цены в среднем на 30%. За ростом цен в продуктовых просто не уследишь. Можете, кстати, делиться своими примерами в комментариях. Санкции, изоляция, исключение из мировых производственных цепочек – вот наше ближайшее будущее. Первое, что сделали санкции, это похоронили еще около 10 миллиардов долларов вместе с надеждой на запуск Северного потока-2. Самые ощутимые на данный момент санкции коснулись банковской системы. Почти всех крупных банков страны – Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Промсвязьбанк, Газпромбанк, МКБ, Открытие и так далее. Им запрещены все валютные операции, запрещена деятельность за границей. Владельцы их карт не смогут расплатиться и снять деньги за рубежом. Наши туристы, находящиеся сейчас за границей, остались без денег. Невозможна оплата картами на зарубежных сайтах. Это сильно ударит по музыкантам, дизайнерам, блогерам, у которых были подписки на иностранные сервисы. Банкам запрещены торги государственными долговыми обязательствами. По сути, внешние инвестиции, приток иностранных денег в страну почти полностью ограничен. Даже Швейцария забыла про свой вечный нейтралитет и ввела санкции против 3 российских банков. Вы думаете, если у вас нет никаких заграничных счетов, вас это не касается? А вы думаете, ваша зарплата или ваши деньги, которые лежат у вас на карте, они сложены где-то в коробочке в банке? Нет. Скорее всего, они размещены в акциях и облигациях на зарубежных счетах. И в какой-то момент свободных наличных средств банка может просто не хватить, чтобы отдать вам ваши деньги. Сбербанк так уже делал в 90-е. Из-за блокировки зарубежных средств наших банков Госдума и Сбербанк уже допустили заморозку и даже конфискацию сбережений россиян. Выдача наличных банками уже ограничена. Деньги кончаются в банкоматах по всей стране. Если у вас вообще нет карты и счета в банке, то подумайте о том, что он однозначно должен быть у того, кто платит вам зарплату. ЦБ пытался поддерживать банки вливаниями средств. Но США заморозили и все золотовалютные резервы самого ЦБ, которые были размещены на их территории, а именно 630 миллиардов долларов. Да, у нас есть пока рублевые резервы внутри страны, но как долго они продержатся? По заявлениям Белого дома, санкции затронули 80% активов банковского сектора РФ. Все страны ЕС, США, Канада и Япония уже поддержали отключение России от системы SWIFT. Это система обмена быстрой информацией между банками. Для того, чтобы совершить оплату или перевод, один банк отсылает сообщение другому банку и совершается операция. В случае отключения ни одна компания, ни один человек не сможет расплатиться с иностранными партнерами и поставщиками. Ни за поставки нефти и газа, ни за поставки итальянского кофе в кофейню на углу, ни за голландские тюльпаны на 8 марта. То есть фактически будет парализован весь экспорт и весь импорт. Это приведет к сильному росту цен, хотя, казалось бы, куда еще выше, и к дефициту части товаров, в том числе продовольственных.
Несмотря на рассказы про импортозамещение, Россия ввозит буквально все, и почти в том же объеме, что и до 2014 года. Но иногда даже не так страшны санкции, как контрсанкции, которые заставили россиян питаться пальмовым маслом вместо швейцарских сыров. При виде ценника на говядину я раньше думала, ну нахрен, курицы поем. Теперь при виде цен на курицу я тоже думаю, ну нахрен, наверное, завтра поем. Да, у нас есть собственная внутренняя система обмена финансовыми сообщениями, и нас убеждают, что это напрямую не касается переводов внутри страны. Но как хорошо будет работать российская система, никто не знает. Уверена, что при отключении SWIFT кратное увеличение нагрузки на нее точно приведет к сбоям операций. Помимо банков, запрещено привлечение капитала и для многих российских компаний – «Газпром», «Русгидро», «Транснефть», «Алроса» и другие. Западные партнеры и сами ограничивают закупку энергоресурсов у России. Да, они от этого тоже проиграют в финансовом смысле, но это богатый Евросоюз. А вот вы нефть на хлеб не намажете. По всей России в среднесрочной перспективе просто скоро закончатся деньги, в самом прямом смысле. Кому Россия будет продавать свою нефть и газ, пока не очень понятно. Вернее, понятно, вариантов-то немного, но перспектива весьма печальная. США и Япония ограничили экспорт чипов, полупроводников, компьютеров, лазеров и других сложных технологий. Intel и AMD прекратили поставку чипов в Россию. Это значит, что через месяц-другой вы больше не купите себе компьютер или ноутбук. Но кроме того, это лишит нас большинства производств, потому что они опираются на эти технологии. Все современные станки управляются электроникой. А сами мы все это производить просто не умеем. Без комплектующих мы не достроим самолеты, космические ракеты, мы не сможем перерабатывать ту же самую нефть и газ. У нас же есть свой российский процессор Эльбрус, скажете вы. А вот фигушки. Разрабатывался-то он, конечно, у нас, а вот выпускается в Тайване. А тайваньский производитель чипов TSMC тоже отказался поставлять продукцию в Россию. Все, что мы производим якобы российское, все собирается с использованием зарубежных запчастей. Даже автомобилей своих у нас не будет. Завод Renault в Москве и АвтоВАЗ уже объявили об остановке производства из-за нехватки комплектующих. Да и с импортными будет напряг, потому что BMW, General Motors, Audi, Volkswagen, Skoda, Citroën и Land Rover отказались поставлять новые автомобили в дилерские центры. Поставок запчастей, вероятно, это тоже коснется. Ездить скоро будем на осликах и лошадях. Ну да ладно автомобили, а представляете, сколько людей останется без работы и без зарплаты? О приостановке поставок своей продукции уже заявили Dell и даже, как ни странно, китайская Lenovo. Как думаете, дойдет ли до блокировок российских компьютеров на Windows и айфонов на iOS? Скачать драйвера для Intel уже невозможно, сайт недоступен в России. Прекратил работу портал для поиска работы Jubal. Каламбур какой-то. Российские пользователи программы для создания графики Insidium столкнулись с тем, что их аккаунты оказались заблокированы, а ведь они за них заплатили деньги. В перспективе с этим могут столкнуться пользователи и других программ вроде Adobe, 3D Max, Blender и прочие. И еще сотни тысяч безработных. Стрим-платформа Twitch и, о боги, OnlyFans отказались выводить деньги за монетизацию российским пользователям и начали блокировать аккаунты. Скажете, туда им и дорога? Но это еще сотни тысяч претендентов на рабочие места. И вот уж откровенно говоря, не со всеми вы сможете конкурировать на рынке труда, хотя бы в силу возраста. Соцсети массово блокируют российских пропагандистов и СМИ РИА Новости, Russia Today, Лента.ру и другие. В ответ Роскомнадзор начал блокировки Фейсбука и Инстаграм. Возможно, дойдет и до Ютуба. Кстати, YouTube тоже заблокировал монетизацию и рекламу, но пока только для наших государственных СМИ. Пока. Банковские карты группы ВТБ, Промсвязьбанка, Совкомбанка, Новикомбанка, Банка Открытия, и, вероятно, этот список будет еще пополняться, больше не будут работать с Apple Pay и Google Pay. Об этом заявил ЦБ РФ. Пользователи уже начали сталкиваться с невозможностью оплаты телефоном в транспорте и в магазинах. Вероятнее всего, карты Visa и MasterCard вообще не будут работать.
Это не просто конец всей экономики, это конец привычной жизни россиян, конец прогрессу и бытовому комфорту. Ни транспорта, ни компьютеров, ни продуктов. Огород, картошка, каменный век. Вот наше будущее. Великобритания заморозила все активы ВТБ и ввела санкции против компании «Аэрофлот». В ответ Россия закрыла свое воздушное пространство для Великобритании. Вслед за этим свое небо закрыли почти все страны Европы. Ну ладно бы Европа, 70% населения у нас и так не имело финансовой возможности попасть за границу. Так Евросоюз запретил лизинг, страхование и обслуживание своих самолетов. А авиапарк большей части авиакомпаний у нас состоит из Боингов и Airbus'ов, часть из которых уже отзывают. И снова возвращаемся к мысли об осликах. Калининградцам, бедным, вообще непонятно, как добираться до Москвы. Тут даже и ослики не помогут, ибо сухопутной границы с остальной частью страны у них нет. Нужно будет получать Шенген и платить визовый сбор. Ах да, Чехия, Литва, Латвия и Япония приостановили выдачу виз гражданам РФ и призывают к остановке действия вообще всех виз, ранее выданных Евросоюзом. Даже самый лояльный к путинскому режиму политик, президент Чехии Милош Земан, заявил о том, что Путин сошел с ума. Чехия и Польша отказываются играть с Россией в отборе на чемпионате мира по футболу. Из России перенесли все спортивные турниры, отменили концерты. А ведь они приносили деньги в бюджет. Всемирная сеть онкологов прекратила любое сотрудничество с Россией в знак солидарности с Украиной. Министр иностранных дел Турции заявил, что может перекрыть России проливы Босфор и Дарданеллы. 3,5 сотни лет великие адмиралы России боролись за доступ к этим проливам. В Конгрессе США призывают к исключению России из Совбеза ООН, а Россию уже исключили из Совета Европы. Теперь уж точно, если вас не устроит решение российского суда, рассчитывать на правосудие не придется. Россия остается в изоляции экономической, технологической, культурной. Как вы думаете, станет ли Россия сильнее в таких условиях? Станет ли она независимым, суверенным, богатым государством? Нет. Россию отказались поддержать даже Казахстан и Армения. Азербайджан оказывает помощь Украине. Российскими партнерами остались Венесуэла, Сирия, Кыргызстан. Все самые богатые мировые лидеры. Ну и в какой-то степени Китай. По своему положению на мировой арене Россия в данный момент очень близка к Северной Корее. Даже у Советского Союза с его железным занавесом партнеров и то было больше. А вот теперь подумайте, прекрасно понимая, в какой ситуации оказалась Россия. Разве партнерство Китая и России будет равноценным? Разве будет Китай дорого покупать нашу нефть, газ и лес, прекрасно осознавая, что продавать все это нам больше некому? Нет. И без того сильный Китай будет полностью диктовать свои условия. Россия превратится в зависимую от Китая региональную державу. Хотя есть информация и о том, что и китайские банки уже отказываются проводить сделки с российским энергосектором. То есть от России отвернулись почти все. Даже Финляндия и Швеция, которые раньше и не думали о НАТО, теперь размышляют о своем вступлении в альянс. В Финляндии эта инициатива уже собрала 50 тысяч подписей и поступила на рассмотрение парламента. То есть из выдуманных угроз сделали вполне реальные. Итак, подытожим. Россия остается частью мировой экономики. Нет, не остается. Россию выдавливают из мировой экономики. В России будет практически полностью парализован экспорт и импорт. Мы лишимся многих привычных товаров, полки в магазинах опустеют. На оставшиеся цены взлетят до небес. Не сегодня, не завтра, но через месяц-два мы это увидим. Миллионы людей окажутся без денег и без работы. Все иностранные инвесторы уйдут вместе со своими деньгами. Иностранные заводы закроются, большинство российских заводов тоже со временем встанут. Из-за устаревшего оборудования будем переходить на ручной труд и товары низкого качества. На eBay больше никто ничего не закажет. Подписку на Spotify и Netflix никто не оформит. Телефоном расплачиваться не сможет. Через несколько месяцев у нас закончатся пылесосы, стиральные машины, компьютеры и телевизоры. О боже, ну хоть что-то хорошее. Из телефонов, возможно, останутся китайские. А как вы думаете, если мы даже хваленый процессор Эльбрус производим не сами, то сможем ли мы производить новейшее вооружение, напичканное электроникой?
Или поснимаем с постаментов все танки Т-34? Неужели после всего перечисленного вы все еще думаете, что все происходящие события нужны нам? Что гражданам России они будут выгодны? Пишите свое мнение в комментариях. Что ждет нас в будущем? Какие санкции будут ощутимее всего? И как быстро мы это заметим? До скорых встреч!